They allow us to twist. И которые нам помогают поворачиваться. When we're pregnant, we can't twist. Вы помните, что когда мы беременны, поворачиваться, скажем так, не очень удобно. Мы не можем это делать. So those muscles get tight. И косые мышцы напрягаются и делаются твердыми такими. Can I borrow your scarf? Можно мне ваш шарф? Okay. So I want you to imagine that these are my recti muscles. Вот, представьте себе, что это прямые, мои прямые мышцы живота. And if my oblique muscles are tight, Если мои косые мышцы напряжены, do you see how they pull them apart? смотрите, как косые мышцы напряженные растягивают мои прямые мышцы живота. So if we're trying to get the muscles to come to the midline, they're not going to be able to if our obliques stay tight. И если мы пытаемся соединить, сблизить, да, наши прямые мышцы живота, этого не произойдет, пока косые мышцы живота напряжены. So we're going to lengthen the oblique muscles so that these muscles can come together. Надо нам удлинить косые мышцы для того, чтобы прямые мышцы могли воссоединиться. And it is amazingly like magic what happens to changes in that linea alba when we lengthen this oblique muscle. It changes it instantaneously. И это похоже на чудо, когда мы расслабляем, удлиняем косые мышцы живота, прямые мышцы живота на белой вене практически смыкаются, как по щелчку. So I want you all to be able to see this and feel it, and feel the changes. Все посмотрели это и как бы почувствовали, как это работает. Okay, so to stretch out our oblique muscles, the oblique muscles attach to our ribs and to our hips. Косые мышцы, они присоединены к нашим ребрам и к бедренной кости. So we want to make sure that this gets anchored down to the table, the ribs get anchored down to the table. Нам нужно проследить, чтобы она плотно ребрами, но сзади прилегала к столу, чтобы она не прогибалась, женщина. But if you're a person laying down on the table, the ribs are not touching. If you can slide your hand all the way underneath and the ribs are lifted up, go ahead and arch up, like, yeah. So, do you see how can you see my fingers over there? Если женщина у вас лежит на столе, и вы можете просунуть, вот как сейчас Лин делает, руку ей под спину, и в другую сторону, это значит, что ее ребра не прилегают к поверхности. If your ribs are lifted up, we've got to put a pillow underneath the head and Если у нее shoulders. ребра не прилегают к поверхности для стола, для того, чтобы сделать это, мы вот так ей под голову положим подушку, то есть мы в другое положение тела. To get your ribs in contact with the floor. Does that make sense? Да. И теперь, как в таком положении, ее ребра будут в контакте с поверхностью. Okay, but she's okay, so we don't need that pillow. Ей это все не нужно, у нее прекрасно все лежит на столе. So she's going to anchor her ribs down with this hand, and you're going to make sure that the ribs stay in contact with the table. Вот, и ты будешь контролировать, говорит Лин пациентке, чтобы твои ребра были на этой поверхности, вот этой рукой ты будешь придерживать так, чтобы они всегда были в контакте с поверхностью. Then we're going to bring her knees only over as far as the ribs will stay down. А теперь мы поворачиваем ее колени, стараемся их опустить вниз настолько, насколько в положении, чтобы ребра по-прежнему прилегали к столу, это было бы возможно, сколько позволяет тело. If we don't, and we bring the knees over, and the ribs pop up, we're not stretching the oblique. Если не прилегает спина плотно, да, ребра к столу, а мы колени кладем все ниже и ниже, это бесполезно, потому что это никак не растягивает косые мышцы живота, а просто поворачивается. Then she's going to take her other hand and encourage these oblique muscles to move to the midline. И вот дальше, когда я кладу эти колени на другую сторону, она фиксирует свои ребра на поверхности стола, а другой рукой она тянет свои косые мышцы
And you want to do it along the ribs И and along the hips. мы это делаем вдоль ребер и вдоль тазовой кости. Вдоль ребра тазовой кости. Okay. Good. Now let's try the other side. Очень хорошо. Теперь мы попробуем ту же процедуру с другой стороны. Теперь вот эта рука фиксирует ребра, чтобы спина не соприкасалась, а другая рука тянет косые мышцы живота. Лина отмечает, что с этой стороны косые мышцы более напряжены. И вот так она говорит. А ты сам как чувствуешь? This side is tighter on her. У нее вот эта сторона более напряжена. And I'm curious, do you carry your baby on this side? Она спрашивает, с этой стороны ночь ребенок? Нет, с другой. Sometimes the side that's tighter can be the side that they carry their baby a lot Потому on. что иногда та сторона, где больше напряжения, это та сторона, с которой женщина носит ребенка. Привычная. Okay, and then come on back up. Then I like to, do you mind holding this for me? Hold my microphone. Вот, теперь мы ее ноги поставили на место. И сейчас I like to pinch the muscles together and make sure that they can come side to side evenly. такой большой щипок забираете мышцы, их соединяете друг с другом, и так покачивая ноги, держите на колени. Да, теперь постепенно можно распрямить ноги. Если хочешь, она говорит, ты можешь распрямить. That's nice and even. Вот, Even mobility in here. теперь посмотрите подвижность с двух сторон. Put your legs back down. Okay. You see how even that is? Moves the Смотрите, same видите, side как to side. подвижность совершенно равномерная с двух сторон. I usually find the left side is tighter most of the time. Обычно у моих клиентов левая сторона более напряжена. Okay, so I also, whenever I'm doing this with my client, I always have them assess it with me because they're the ones that need to be reassessing it all the time. Когда я это делаю, я всегда прошу, чтобы клиентка тоже трогала руками и щупала, чтобы она понимала, о чем мы говорим. Мы вместе с ней проверяем, и после процедуры мы опять вместе с ней проверяем, что получилось. So go ahead and lift your head again. Можешь опять поднять голову. What do you feel? Что ты чувствуешь? She says, I still feel the... Well, it's natural that I have